Работа пожарного — спасать жизни, неважно какие. Поэтому, когда пожарный Себастьян спас очаровательный выводок щенков из горящего дома, он был потрясен, узнав, что на самом деле он рисковал своей жизнью не ради собак. На самом деле, как только официально стало известно, кем на самом деле были эти маленькие существа, многие были шокированы, и к тому времени их владельцев нигде не было видно. В конце концов, им нужно было многое объяснить. Он все еще приходил в себя после спасательной операции, когда ему позвонил ветеринар, к которому их привезли. Он ожидал получить сообщение о том, что с ними либо все в порядке, либо у них ничего не получилось. Он готовился к худшему, но никак не ожидал услышать такое. Ветеринар сказал ему, что животные, которых он спас, на самом деле были не щенками, а животным, которого он никогда раньше не видел. Себастьян был сбит с толку. Не собаки? Кем они были? Себастьян был преданным своему делу пожарным более 18 лет. За это время он спас множество людей и животных, но ни один из них не создал историю, подобную его последнему спасению. То, что случилось с ним некоторое время назад, было весьма примечательно. Даже его коллеги никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным. Когда пожарная часть получила вызов, они поняли, что нельзя терять ни секунды, и Себастьян и его команда приступили к действиям, оказавшись на дороге в течение минуты. Когда они прибыли, оказалось, что огонь вырывался с крыши относительно большой виллы, непосредственно не примыкающей к каким-либо другим зданиям. Хорошей новостью было то, что вероятность распространения пожара на другие дома была минимальной, но плохой новостью было то, что они уже могли видеть, что пожар невозможно потушить вовремя, прежде чем дом сгорит дотла. К этому моменту из дома еще никто не выходил, так что Себастьян знал, что ему нужно войти прямо сейчас, если он хочет потенциально спасти чью-то жизнь. Он хотел убедиться, что в доме никого нет. И если внутри кто-то был, он был полон решимости спасти его. Он немедленно приступил к действию, он взломал дверь, вбежал в дом и первым делом проверил спальни наверху. К счастью, там никого не было, и он быстро спустился вниз, потому что жара становилась слишком сильной. Благодаря своему многолетнему опыту он знал, что делает. Он быстро осмотрел нижний этаж в поисках каких-либо признаков жизни. Пламя начало разгораться сильнее, и с каждой секундой пожар становился все больше. В то время, когда дом сгорел дотла, Себастьян разговорился с соседями. Он хотел быть уверенным, что подал правильный знак. Он никого не видел внутри, но хотел получить подтверждение того, что его решение подать знак было правильным. Соседи сказали, что понятия не имеют, где находятся хозяева дома. Одна соседка даже видела их в тот самый вечер, и когда она ложилась спать, в доме горел свет. Так как же их могло не быть в доме? Было ли это чистой случайностью? Или происходило что-то еще? Когда Себастьян рассказал им о щенках, которые ему требовались, брови поднялись еще больше. Насколько им было известно, у семьи не было никаких собак. Так почему же в доме стоял ящик с этими маленькими животными? Они пару раз пытались дозвониться до семьи, но те так и не взяли трубку. Себастьян записал номер, чтобы повторить попытку на следующий день. Обычно таким поджогом дома занимается полиция, но Себастьян хотел поговорить с владельцами о щенках. Примерно через полчаса щенков забирают и доставляют в приют для спасения животных, где их осмотрит местный ветеринар. Себастьян считал важным, чтобы за этими животными должным образом ухаживали. Он хотел быть уверен, что у них все хорошо. Здесь они останутся до тех пор, пока их, как мы надеемся, не заберет их владелец, или они не будут отданы на усыновление. Себастьян думает, что это последний раз, когда он слышит это, но он не мог ошибаться сильнее. Себастьян этого не предвидел. Что было не так? Тем временем сотрудники скорой помощи осмотрели Себастьяна на предмет каких-либо травм. К счастью, после осмотра в машине скорой помощи было установлено, что у Себастьяна нет серьезных травм в результате того, что он вошел в горящий дом, и он может вернуться домой той же ночью. Пожарная команда решила вознаградить его парой дней оплачиваемого отпуска, чтобы он мог полностью восстановиться. Но, как оказалось, эти дни нельзя посвятить отдыху, так как на следующее утро его будет звонок из Центра спасения животных. Звонок раздался слишком рано, на взгляд Себастьяна, но как только он снял трубку, то мгновенно забыл о своем гневе. Человек на другом конце провода, из спасательного центра, и хочет проинформировать Себастьяна о ситуации. Себастьяну не терпится узнать, как поживают спасенные им животные, и он более чем счастлив ответить на звонок. Спасатель продолжает рассказывать о состоянии животных. Животные все еще немного шокированы, но похоже, у них все хорошо. Все они находятся в стабильном состоянии, и животные обязательно полностью поправятся.
Себастьян не мог не заметить, что человек на другом конце провода продолжал называть щенков животными. Прежде чем Себастьян успел спросить об этом, спасатель продолжил, сказав, что владелец животных из горевшего дома еще не объявился. Спасатели связались с полицией, но и они пока не выяснили, кто был владельцами. Но было кое-что еще. Спасатель продолжает рассказывать эту новость. Ветеринар определил, что животные не являются щенками. Они не уверены, кто они такие. Трудно сказать, поскольку они все еще находятся в зачаточном состоянии, но существует множество теорий. Себастьян также сбит с толку, как и они, но он старается помочь, чем может. Себастьян не обратил на это особого внимания во время спасения из пожара. По его словам, они показались ему похожими на щенков. Ветеринар пришел к выводу, что, кем бы они ни были, они не являются уроженцами Соединенных Штатов или даже Северной Америки в целом. Скорее всего, это были дикие животные, но как они сюда попали? Себастьян более чем немного удивлен выводами ветеринара, но он мало что может с этим поделать. Этот звонок был не из Центра спасения животных, а скорее из полиции. Они хотели, чтобы Себастьян пришел и ответил на несколько вопросов. Они мало что ему рассказали, но подтверждают, что речь идет о сгоревшем доме и животных, и это определенно связано с ним. Себастьян не теряет времени даром и отправляется в полицейский участок. Оказавшись там, он обсуждает ситуацию с офицером, больше не желая оставаться в неведении. Детективы беседуют с ним и говорят, что они выяснили, из-за чего начался пожар. Или, еще лучше, кто устроил пожар. Этот пожар не был несчастным случаем, и полиция была уверена в этом. Это было новостью для Себастьяна, но он позволил им продолжать пытаться выяснить, как он во всем этом участвовал. Хотя у полиции было немного информации, они знали, что пожар был устроен намеренно или, по крайней мере, сильно подозревали это. Полиция побеседовала со всеми соседями, окружавшими сгоревший дом. Один из соседей вспомнил, что владельцы дома загрузили в свою машину вещи и умчались за несколько минут до начала пожара. Сосед видел, как начался пожар, и сообщил об этом. Сосед продолжил, сказав, что они наблюдали за владельцами дома с тех пор, как те переехали сюда. Сосед, следивший за владельцами, смог опознать их и машину, на которой они ехали. Владельцы были задержаны тем утром в городе, расположенном всего в нескольких часах езды отсюда. На самом деле они не разговаривали, но ходило множество возможных связей и теорий. К сожалению, улики были сожжены. По большей части полиция могла бы прийти к выводу, что владельцами дома была не молодая пара, состоящая в счастливом браке, а скорее пара преступников, действующих в крупном масштабе в рамках международной преступной группировки. Они использовали свой дом в качестве места встреч и распространения своей продукции. Полиция, основываясь на своих связях, была почти уверена, что эта пара занималась всем, от вымогательства до незаконного оборота наркотиков и контрабанды. Одна из их последних партий продуктов была полна исчезающих видов животных. Именно здесь Себастьяну предстояло прийти на помощь позже. Щенки собирались стать звездами. К несчастью для пары преступников, закон следовал за ними по пятам. С таким количеством посетителей в их доме бизнес процветал, что, конечно же, привлекло внимание властей. Именно тогда преступники совершили свою самую большую ошибку, которая могла привести к их поимке. Пара решила собрать вещи и съехать. Они сожгут дом со всеми уликами внутри, как только будут готовы уйти. И, к сожалению, этот план им действительно удался. Они на какое-то время скрылись, а дом сгорел дотла, унеся с собой большую часть улик. В то время как у полиции было несколько теорий о том, чем именно занимались преступники, ничего нельзя было сказать наверняка, поскольку улики были сожжены дотла. Но была одна вещь, которая могла как улучшить, так и разрушить это дело. Животные, которых спас Себастьян, могли стать ключевой уликой, необходимой им для поимки преступников. Детективы поблагодарили его за помощь в расследовании, но он еще не закончил с этим делом. Большая часть улик была сожжена вместе с домом, на стоянке для улик было несколько интересных животных. Именно эти экзотические дикие животные доказали бы действия преступников и посадили их в тюрьму. Когда пара успешно отправилась в тюрьму, они решили поговорить, и, имея доказательства в виде животных, они смогли привлечь больше внимания международного сообщества, вынудив их свернуть свой бизнес. И в конце концов выяснилось, что эти животные на самом деле были детенышами австралийских вомбатов, находящихся под угрозой исчезновения.